В этом ролике я буду собирать канализацию своими руками. Расскажу про нюансы и тонкости этой работы, а также разберем основные ошибки. Усаживайтесь поудобней, ролик будет интересный и полезный. Всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. Поехали! Перед прокладкой труб нужно сначала все разметить и прорезать штробы. Для разметки я использую лазерный и пузырьковый уровень. Стяжки в санузле у меня пока еще нет, поэтому в процессе разметки я учитываю будущий уровень стяжки и, соответственно, уровень плитки. Слив стиральной машины я разметил на высоте 72 см от пола. Подача воды на высоте 60 см. Розетки, канализация и кран будут в одну линию. Розетки находятся сверху для того, чтобы в случае протечки на них не попала вода. Все эти коммуникации будут спрятаны в мебельную конструкцию, то есть в шкаф. Подстроенный в столешницу умывальник с подвесным шкафчиком водорозетки я разметил на высоте 57 см, канализацию на высоте 54 см. Смеситель под душ 20 см от края ванны по центру. В туалете водорозетки под умывальник на высоте 66 см, канализация 61 см. Гигиенический душ на высоте 65 см. Также сразу разметил штробу под полотенцесушитель. Он будет переноситься в ванную комнату. Сам полотенцесушитель отцентровывается по будущей ванне. Что касается всех этих стандартов по размещению сантехнического оборудования, эту информацию можно легко найти в интернете. В поисковике забиваете «сантехника», «разметка», «размер» и в картинках получаете полную информацию. А вообще, конечно, прежде всего нужно читать инструкцию к сантехническому оборудованию, которое вы собираетесь ставить. Еще немного нюансов по разметке. Во время разметки ориентируйтесь не на диаметр трубы, ее толщину, а на размер соединительных элементов и фитингов, потому что они гораздо толще и глубже. Смотрите, диаметр трубы 50 мм, а диаметр соединительных элементов 70 мм. Фактически нужно делать штробу минимум 70 мм. Если взять полипропиленовые, вот фитинг с трубой, труба 20, а сам фитинг в районе 4 см. Соответственно, надо делать штробу уже не 20 мм, а как минимум 45 мм, чтобы это все спрятать. Если взять 32, то, соответственно, диаметр трубы 32 мм, а вот соединительного элемента диаметр где-то в районе 45. Это надо учитывать при разметке и резке. Разметку на стене я делаю обычно сразу же с необходимым уклоном. Получается, что когда я вырезаю штробу, эта штроба служит определенным кондуктором для трубы, и труба уже никуда не денется и не изменит свой уклон. Делайте разметку с небольшим запасом, не делайте ее впритык к трубе, пусть будет лучше запас по ширине и по глубине. А теперь можно приступать к резке. Резку буду производить при помощи бетонореза. По сути дела, это большая болгарка с пылеотводом с глубиной реза 6 см. В туалете с резкой штроб никаких сложностей не возникло. Силикатный блок относительно крепкий, но режется и выбивается нормально. Я бы даже сказал, что это идеальный вариант для перегородок в санузле. Штробу для прокладки труб полотенцесушителя сделали со стороны туалета. А вот в ванной комнате с красным кирпичом пришлось помучиться. Кирпич оказался какой-то каленый по крепости, как бетон. Фактически подложили себе свинью, потому что фальстену делали сами.
Теперь можно приступать непосредственно к канализации. Обычно я всегда покупаю канализацию с запасом из расчета, что потом лишнее верну назад. Особенно актуален запас, когда вы подключаете инсталляцию, где непонятно какие элементы могут понадобиться. Я использую немецкую канализацию Астендорф. По цене она как российская, только качество лучше. Самая дешевая цена в Минске в компании Архитерм. Они официальные представители этой канализационной системы в Беларуси. Ссылка на них будет в описании. Они находятся в Боровлянах. Очень актуальна для подключения инсталляции канализация 90 мм, но ее не всегда можно найти. Основные принципы монтажа канализации или как можно накосячить. Ошибки сборки канализационной системы. Первое правило – это соблюдение уклона. Уклон канализации, когда вы прокладываете трубы, должен быть 2 см на 1 погонный метр. То есть у вас есть две точки. Точка А – это канализационный стояк в туалете. Точка Б – это, например, слив стиральной машины, которая находится в 3 метрах от точки А. Соответственно, наклон должен быть 2 см на метр погонный. Если у вас слив стиральной машины находится в 3 метрах от канализационного стояка в туалете, то наклон должен быть 6 см. Сейчас на примере этой трубы я покажу, какой должен быть наклон. Специально отрезал кусочек трубы 2 см. Сейчас я подставляю под канализационную трубу. И вот что получается. Вот, собственно говоря, наклон канализационной системы. Если у вас 2 метра, то, соответственно, крайняя точка будет 4 см выше. Если 3 метра, то 6. Если, ну и так далее. Второе правило при сборке канализационной системы – это максимально плавные повороты. То есть поворот не через уголок 90 градусов, а через два уголка по 45 градусов. Опять же, не везде это возможно, но максимально стараться, чтобы все было как можно плавнее, чтобы у воды внутри канализационной трубы было самое наименьшее сопротивление. Первый вариант через уголок 90 градусов неправильный. Второй вариант через два уголка по 45 градусов правильный. Дальше. Когда вы собираете канализацию, допустим, на кухне, всегда учитывайте, что нужно делать дополнительные канализационные выходы. Почему? Потому что есть умывальник, есть посудомоечная машина, еще может быть кондиционер и также еще может быть фильтр обратного осмоса. И все эти устройства нужно подсоединить к канализации. У себя я сделал аж 4 выхода. Один под мойку, второй под посудомоечную машину, третий под кондиционер и еще один под самопромывной фильтр. Поэтому делайте не один выход, а как минимум 2, а лучше даже 3. Лишний выход всегда можно просто заглушить. Что касается резки канализационных труб. Большинство сантехников режут трубы болгаркой. Есть специальный нож. Он на разные диаметры. Им удобно отрезать трубу, но он стоит в данный момент 70 или 80 белорусских рублей. В принципе, дороговато. То есть в любом случае нужно покупать два ножа на 50-ю канализацию и на 32-ю. Поэтому большинство сантехников режут трубы болгаркой. Но что нужно обязательно делать? Обязательно после того, как вы отрезали трубу, нужно снять фаску по кругу и снять внутри заусенцы, которые образовались. Очень удобно, когда на трубе есть разметка. Значит, после таких манипуляций обязательно снимаем фаску, чтобы была вот как здесь, вот заводская. Вот. Фокусируйся! Фокусируйся, давай быстрее! Ну! Фокусируйся, ё-моё, сколько можно держать. Чтобы была вот такая вот, похожая. Ну и, соответственно, нужно снять вот эти вот все ошметки. Обязательно пройтись ножиком и все снять. Фаска для того, чтобы труба входила. А если не убрать ошметки, то они будут мешать воде. Соответственно, со временем там скопится
ил и придется чистить трубу. Смазка труб при сборке канализации. Смотрите, здесь внутри стоит резинка. Вот она. Она очень плотно идет по трубе. То есть, когда вы засовываете трубу, маленький диаметр вы без вопросов засунете. Опять же, если удобно. Если какое-то неудобное место, то не засунете. Вот я уже не могу вытащить. Вытащил. А вот большие диаметры, вы просто физически не сможете засунуть друг в друга. Поэтому нужно использовать специальную вот такую силиконовую смазку для сборки канализации. Эта смазка недорогая вообще, от слова совсем. Поэтому не надо мне сейчас в комментариях писать, что можно жидкое мыло использовать, вазелин, варенье там бабушкина принести, еще что-то. То есть просто купите эту силиконовую смазку. Она стоит копейки. Намазываете внутри резинку или трубу, и все заходит легко. Демонстрирую. Вот, смазал. Все. Труба входит и выходит легко. Вот, собственно, и все. Получилась трубка мира. Люди! Даешь канализацию без ошибок! А смазать ты не забыл? Сборка канализационной системы начинается с подключения инсталляции. Канализацию для инсталляции я собирал на более раннем этапе. После того, как подключена инсталляция, переходим в ванну. В первую очередь делается выход под слив ванны. Затем труба заходит в стену. Дальше в стене по штробам прокладываются трубы для умывальника и стиральной машины. В туалете по штрове прокладывается труба для умывальника. Вот как выглядит собранная канализация. Я собрал свою систему, и теперь давайте рассмотрим каждый узел по отдельности. Смотрите, я собрал всю систему. Вот это ванная комната. Сейчас давайте по порядочку разберем, посмотрим каждый узел. А потом переместимся вот туда, в туалет, и посмотрим, что там. Смотрите, здесь будет стоять стиральная машина. Труба идет 32-ка. Так как стиральная машина одна, и 50-ку вообще нецелесообразно использовать, потому что шланг у стиральной машины он меньше, чем труба 32-ка. И выход на 90 градусов, но здесь сделать
2 по 45 нереально, потому что стена должна быть очень толстая и, соответственно, трубу надо сделать в 2 раза глубже. Поэтому обычно все делают выход на 90. В стиральной машине вообще не принципиально. Почему? Потому что у нее качает насос. Вот эту трубу можно было сделать прямо, там под наклоном, но прямо делают почему? Чтобы не засверлиться в стену, когда будет монтироваться мебель, чтобы не попасть просто в канализацию. Так как я все буду делать сам, я знаю, что у меня здесь труба, и я все точно померяю. Дальше здесь поворот, 2 уголка по 45 градусов. Идет 32-я труба под наклоном. Дальше мойка. Здесь идет переход 32-50. Переход повернут вверх, чтобы вода не запрокидывалась, которая сливается с мойки. Отвод, видите, на 45 градусов, не 90, а именно 45. Вода, которая падает вниз, она сразу направляется в ту сторону. И, соответственно, как я уже говорил, выход 50-й трубы через 32-ку. Почему? Потому что она меньше торчит из стены. 32-ка. Если поставить 50-й, то будет больше торчать. Дальше идет 50-я труба. Вот тут она выходит из стены. Почему она тут выходит? Потому что вот здесь ванна уже начинается. Отвод под 45 градусов на ванну. Важный момент. Смотрите, нужно контролировать выход канализации под ванну по высоте. Почему? Потому что если вы поставите слишком высоко эту трубу, то получится, что надо будет высоко ставить ванну, иначе не будет слива. У меня здесь кажется, что высоко, но на самом деле здесь еще будет стяжка. Поэтому это не очень высоко, здесь будет стяжка и плитка. А потом уже будет устанавливаться ванна. Труба из ванны приходит в туалет. Давайте сейчас вот этот вот план возьмем покрупнее. Что у нас в туалете? Здесь идет 2 трубы, а эта труба 50-ка в ванну. Это 50-ка с переходом в 32-ку идет в умывальник туалета. Здесь канализация 90-ка. Почему 90-ка? Потому что выход на инсталляцию 90. Поэтому очень часто выручает именно канализация диаметром 90. Обычно у нас 90 не используют, у нас идет 110. Дальше 90 переходит в 110. Продолжение следует. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Желаю всем хорошего летнего настроения. До новых встреч! Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.